Всем привет, меня зовут Андрей, и вы на канале Coin22. Посмотрев календарь, можно обратить внимание, что лето уже, к сожалению, закончилось, и наступила мокрая, холодная осень. А как показывает практика, в этот период времени дает слабину не только ваша иммунная система, но и финансовые рынки вместе с криптовалютой. Но неужели осень это худшее время для покупки любой крипты, или это просто слухи для хомяков? Мы разберем в этом видео. Также обсудим, как будет вести себя криптовалюта в ближайшие пару месяцев, что будет с биткоином и как он будет влиять на остальные монеты. Поэтому смотрите видео до конца. И перед просмотром ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А мы начинаем. Что ж, пока мы будем разбирать, как рынки крипты будут готовиться к осеннему сезону, Влад работает над созданием ролика про событие, которое должно произойти 15 сентября. Да, вы правильно поняли, это слияние эфира и переход его на POS. Ведь в преддверии этого события все задержат дыхание и будут ждать, что будет происходить с ценой. Многие говорят, что будет рост минимум до $3000, другие считают, что из-за проблем в сети эфир полностью потеряет свой потенциал и его немедленно нужно сейчас продавать. А как будет на самом деле, вы узнаете в новом видео, которое выйдет уже в понедельник. Так что готовьте свои крипто-кошельки, не забудьте поставить колокольчик, будет очень интересно. Ну а сегодня разберем все сюрпризы, которые готовит для нас осенний рынок. Вообще стоит отметить, что когда заканчивается один сезон и начинается другой, всегда происходит движение как на фондовых рынках, так и на рынке крипты. А особенно это заметно именно осенью, только, к сожалению, это движение по большей части в отрицательную сторону. Сентябрь нелюбимый месяц не только школьников, но и инвесторов, хотя что в первом, что во втором случае главной причиной всегда становилось начало учебного года. Исторически так сложилось, что именно в сентябре фондовый рынок падает, и биткоин как под копирку следует этому движению. Есть даже вот такая таблица, где в колонке сентябрь можно увидеть, как с 2013 года биток был исключительно в красном углу ринга и падал от 7 до 19%, кроме 16 и 15 года. Ведь это отдельный случай, и тогда биток был на максимальном хайпе. Вы можете подумать, ну это же крипта, 100% какое-то совпадение или очередной заговор китов. Я бы с вами согласился, но если бы не индекс S&P 500, который на протяжении 25 лет показывает от 0,7% падения каждый сентябрь. Согласитесь, уже никаким совпадением и не пахнет. Я вам больше скажу, у этого феномена есть свое название – эффект сентября. А причиной такой осенней депрессии стали сами инвесторы, которые закрывают свои рыночные позиции после возвращения из летних каникул, чтобы зафиксировать прибыль или свои налоговые убытки до конца года. В придачу к этому, как я и говорил ранее, в таком снижении виноват учебный год. Ведь очень много розничных инвесторов продают свои активы для оплаты школьных расходников на обучение своих детей. А вы что думали, тетрадки сами себя не купят, приходится и биточек иногда продавать. С таким успехом скоро и деньги на шторы будут в крипте собирать. Но давайте будем откровенны, что и лето было не самое лучшее. Вот, например, в августе рынок пережил еще один трудный месяц, поскольку криптозима, которая началась в марте, немного подзатянулась. За последние 2 лета объемы битка на спотовом рынке были ниже 43% в 2021 году и около 14% в 2022 году по сравнению с предыдущими 3 месяцами. Объемы упали в оба периода, но цена биткоина выросла на 33% в 2021 году и на 32% в 2022. Таким образом, 2 последних года является явным признаком снижения объема торгов, и разумно было бы ожидать, что объемы торгов вырастут. Только в любом случае это обычно происходит в 4-м квартале, то есть в конце сентября. Но проблема в том, что никто не знает, будет ли при этом биток расти или падать. Большинство криптовалют были нестабильны весь год, так как ФРС и другие центральные банки повышали процентные ставки для борьбы с исторической инфляцией. Из-за этого биткоин упал примерно на 62% в этом году, а другие токены потеряли еще больше, вплоть до полного банкротства. Поэтому если вы жалеете, что не вложились в биток год назад, даже не думайте, вы правильно сделали, ведь сейчас бы вы сидели с большими просадками. В августе дико пострадали секторы различных метавселенных и DeFi платформ, а поскольку кризис снизил спрос на все монеты, он также и повлиял на сокращение доли заемных средств. И по цепной реакции это привело к тому, что крупные криптокредиторы Voyager Digital и всем известный Celsius заморозил активы инвесторов и подал заявление о банкротстве. На данный момент все еще не ясно, смогут ли клиенты Celsius и Voyager в конечном итоге восстановить какие-либо из своих замороженных криптовалют. Только все мы знаем, что как бы не хотелось верить, но никто никаких денег, а уж тем более компенсаций, не получит. Ну ладно, это не самое главное, ведь всем интересно, будет рост или падение. По большей части самым основным фактором роста всех криптовалют станет, конечно же, биткоин. Так давайте разберем, чего следует ждать от него. Но сперва хотел бы вам напомнить, что всю информацию и новости, которые мы разбираем в этом ролике, вы могли получить гораздо раньше в нашем телеграм-канале
телеграм-канале Coin22, где мы специально для вас отбираем самые свежие и актуальные события, на которых вы можете заработать. Поэтому обязательно советую подписаться, ведь все даты будущих новостей, которые мы разберем далее в видео, вы получите именно в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и всегда будьте первыми в курсе всех событий. Что касательно битка. Например, на днях количество адресов, которые содержат более одного биткоина, достигло свыше 900 тысяч. Это указывает на то, что инвесторы ожидают рост цен в ближайшие дни. Хотя по этому поводу мнения максимально расходятся. Также из технических показателей можно заметить увеличение объема, о котором мы говорили ранее. Некоторые считают, что это прямой бычий сигнал, но не забываем, что одним объемом сыт не будешь. И судя по прошлым показателям, за увеличением объема не всегда растет цена. Кроме того, коэффициент риска биткоина также значительно снизился. И это может быть маленьким звоночком, который указывает на то, что мы все-таки достигли определенного дна. А также это создает возможность для инвесторов накапливать биток. Однако, с другой стороны, некоторые аналитики утверждают полностью обратное. В своей оценке аналитик CryptoQuant отметил, что у медведей все еще может быть преимущество на рынке, а виной всему майнеры, которые тихонько перекидывали биткоин на бирже. И что они будут делать с этим битком, догадаться несложно, поскольку аналогичная тенденция наблюдалась в мае и июне, и она уже повторяется, поскольку 2 сентября майнеры перевели на бирже около 4000 биткоинов. Таким образом, есть вероятность, что цена резко упадет в ближайшие дни, поэтому перспективы на рост битка, честно говоря, небольшие. Тем более 4-часовой график нарисовал нам расплывчатую картину движения цены, поскольку странно, что многие индикаторы показали максимально разные значения. Во-первых, это расхождение скользящих средних, а во-вторых, сформировался восходящий треугольник, что еще больше увеличило шансы на рост. Однако сила тренда шепчет нам о другом. Первый показатель зафиксировал нисходящий тренд, а второй показал медвежье пересечение. Простыми словами, это сводит шансы на рост к минимуму, по крайней мере в ближайшее время. И даже самым ярым фанатам битка радоваться нечему, так как их криптокоролю приходится преодолевать последнее сопротивление в 20 тысяч долларов. От потери 70 тысяч долларов до попытки достичь 20 – это фиаско в пути биткоина. Следовательно, на данный момент биткоин входит в сентябрь на минорной ноте. Но если с технической точки зрения вам кажется, что никаких барьеров для роста нет, мы легко можем перейти на фундаментальные события, которые станут не просто барьером, а километровой стеной на пути роста битка, да и всей криптовалюты в целом. Самые опытные уже догадались, что это касается наших любимых экономических новостей. И давайте пробежимся по самым важным. Поскольку в США сейчас самый высокий уровень инфляции, то стоит смотреть на те события, которые могут либо улучшить ситуацию, либо, не дай бог, ухудшить. Первым из таких нас будет ждать ИПЦ, или, проще говоря, индекс потребительских цен. Он так важен, потому что именно за счет цен в магазинах для обычных покупателей можно понять, инфляция выросла еще больше или начинает снижаться. Прогнозы по нему, понятное дело, не положительные, и если они подтвердятся или будут еще ниже, то это в очередной раз ударит по нашей любимой крипте. Рост ИПЦ снизился с 9% в июне до 8,5% в июле, и еще одно снижение в августе может быть признаком того, что инфляция еще не достигла своего пика, так что будем наблюдать за реакцией рынка. Ну и конечно же, как же не вспомнить самый значимый сентябрьский сюрприз от ФРС. Ведь на предпоследней неделе месяца нас будет ждать решение по процентной ставке. У некоторых, наверное, аж глаз начинает дергаться, когда слышат это слово. Ведь мы все прекрасно понимаем, что для рынков значат эти ставки. По данным СМИ Групп, в настоящее время фондовый рынок находится в 68% вероятности дальнейшего повышения ставок на 75 базисных пунктов. И лишь 32% вероятности того, что ФРС в сентябре снизит ставку до 50 базисных пунктов. Но я больше поверю, что ставки оставят на том же уровне, чем объявят снижение. Поэтому будем готовиться к очередному падению цен, которое, вероятнее всего, будет заметно. Но что мы все только о плохом? Неужели хороших новостей вообще нет? Ну чего сразу же нет? Есть. Например, одна замечательная новость, которая сможет положительно повлиять на рынок. Новость связана с обновлением блокчейна, но это не эфир, а Cardano. У Cardano в основной сети будет хардфорк Василь. Это самое крупное обновление Cardano, которое должно привести к увеличению пропускной способности, снижению стоимости транзакций и повышению безопасности. Хардфорк также добавит новые функции для разработчиков приложений. Команда разработчиков планирует сделать все плавно, чтобы провести все без сбоев и без нарушений работоспособности сети. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий. Для активации обновления нужно, чтобы 25 криптовалютных бирж, которые предоставляют около 80% ликвидности ADA, обновили свои системы. Также необходимо, чтобы 75% блока создавались узлами с новой версией ПО. Изначально Васил планировали активировать в конце июня 2022 года, но дату перенесли на следующий месяц. В июле разработчики обновили тестнет и вновь отложили хардфорк. Что будет с ценой? Вопрос интересный. Скорее всего, первое время сможем наблюдать рост, а когда хайп утихнет, вместе с ним снизится и цена. Если по поводу Cardano будет что-то интересное, обязательно дадим вам знать в нашем телеграм-канале. Но в отличие от Cardano, похожие положительные новости имеет только эфир. Все остальные крепко стараются держаться за биткоин и следуют его боковому движению с опасением на дальнейшее снижение. Но если взять как хорошие, так и негативные факторы, задаешься вопросом,
вопросом, а является ли сентябрь подходящим месяцем для покупки любой криптовалюты? Можно ответить, что не совсем, и для этого есть несколько причин. Во-первых, исторически так сложилось, что начало осени является временем, когда у инвесторов наблюдается небольшая пауза. Так происходит потому, что все загорелые возвращаются с отпусков, и нужно немного времени, чтобы включиться в работу и успеть сделать хорошие результаты для закрытия года в плюс. И сентябрь, скорее всего, станет некой трассой для разгона. Но самое главное, чтобы тот разгон, который мы набираем, не остановили ребята из ФРС. Таким образом, нужно быть морально готовым, что в конце месяца нас могут ждать просадки. И если у вас в планах прикупить какую-нибудь крипту, лучше сделать это в конце месяца, так как, скорее всего, мы будем наблюдать более приятные и низкие цены. Те, кто думает подзаработать на шортах, скажу сразу, это рискованно. Даже очень рискованно, ведь снижение цен может спровоцировать активную покупку в октябре или в начале ноября, поэтому лучше воздержаться от таких мероприятий. В целом нас будет ждать больше медвежий рынок, как это было в прошлом году, а первые активные действия сможем увидеть только в конце этого месяца. Так что, как бы ваши ручки не чесались прикупить пару лишних токенов, лучше немного повременить. И всю самую важную информацию сможете получить в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Поддерживайте это видео лайком, не забывайте смотреть наши прошлые ролики и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео про эфир. Желаю вам удачи, пока!